Я обожаю вязать и чаще всего придумываю дизайн сама, но есть тренды, которые мне очень интересны, и я хочу их попробовать. Иногда я сама покупаю какие-то мастер-классы, вяжу по ним, но иногда я просто разбираю фото, видео и догадываюсь, как же это связано, придумываю свои расчеты под эти трендовые изделия. Поэтому сейчас в этом влоге я хочу показать что-то очень сейчас трендовое. Возможно, вы уже видели, но я вижу его везде. Во всех социальных сетях мне попадаются эти ролики. Я думаю, вы уже догадались, что мы будем вязать. Сейчас я вам покажу. Чаще всего видео называется Sailor Slipper. Иногда felting, как валяние. Felting slippers или felted slippers. Чаще всего я видела в видео вот такую пряжу Drops Snow, но у меня такой нет. Во многих корейских роликах была пряжа из магазина Daiso. Там продается стопроцентная шерсть. Та-та-та, ну, у меня целый мешок. Сейчас покажу, какие здесь у меня есть цвета. Посмотрите, как много здесь разных клубочков. Разные вообще у меня есть. Даже вот такие яркие. Два взяла зеленых. Хочется поэкспериментировать и что-то интересное добавить. Красный тоже такой есть. Синий. Светлый такой. И серый тоже. Даже коричневый. А вот этот чуть-чуть розовый, слегка розовый. Самое важное в валянии, процесс называется валяние, когда при стирке шерсть сжимается и получаются такое полотно плотное, как валенки даже. Стопроцентная шерсть. Нужна стопроцентная шерсть. И вот в этом магазине Daiso продается реально стопроцентная шерсть. На ней даже отмечено, что это уль и 100%. Уль как с английского wool. Поэтому я набрала вот эти клубочки. Если вы в Корее хотите связать тоже такие тапочки, рекомендую вот эту пряжу. Так, и еще вот на этой тоже отмечено, что это 100%. То есть если вы видите на упаковке, что она такая, выглядит как шерсть, и на ней отмечено 100%, значит стопроцентная шерсть, если даже вы не умеете читать по-корейски. Если вы в другой стране, тогда подбирайте любую пряжу, на которой 100% шерсть. И лучше всего связать образец и постирать. Слегка горячая вода, или если сильно горячая вода, тогда сильнее будет сжиматься. В общем, 30 это мало. К 40-50 градусам, можно даже 60 поставить на стиральную машинку и побольше оборотов. Давайте будем вязать образец, покажу, что получается из образца. И весь процесс этих тапочек буду снимать. Метраж пряжи, кстати, я не сказала. Если вы будете вязать из какой-то другой пряжи, тогда нужно на что-то ориентироваться. Поэтому здесь на упаковке так написано в 25 граммах 49 метров. И подходит спицы 4,5-5,5 миллиметров. Но все тапочки, которые я смотрела, вязались на крупных спицах 8 миллиметров. Поэтому я буду вязать в 2 нити вот такую пряжу. У меня как раз здесь самые крупные спицы 8 миллиметров, поэтому я буду на 8 вязать. Сейчас леску прикреплю. Самое важное в любом проекте это, конечно же, образец. Поэтому, как только купила пряжу, сначала связала небольшой полосатый образец. Решила сочетать светлые и темные полоски, как я хотела бы видеть в будущих тапочках. Связала образец на спицах 8 мм и получился вот такого размера 11 на 10 см. Постирала его в стиральной машине, выставила обычный режим на час и 40 градусов. Вот как он преобразился. После стирки стал размером 9 на 8 см. Получается, что на 2 см с обеих сторон он стал меньше. Потом немного прикинула свои уже расчеты и начала набирать петли.
Я тут еще сижу за рабочим столом, где лампа, но не стала ничего убирать, потому что я хочу сразу же на столе свяжу один тапочек и также мастер-класс потом буду снимать. Поэтому хотела бы совместно это все связать, пробовать. Надеюсь, у меня все получится. Планирую в два просто, ну, может, полтора раза больше, чем моя нога. Буду ориентироваться сейчас, показывать, рассказывать. И пока буду пить кофе, вязать спокойно. Хочу как-то эту атмосферу сделать более новогодне-рождественской уже. Не хочу сильно так в каком-то напряжении вязать. Буду просто отдыхая вязать. И кружка. Кстати, с этой стороны написано ли? Здесь просто Starbucks. А с другой стороны, сейчас покажу. С этой стороны написано Пекин. Эту кружку мы купили, когда в Корею ехали с пересадкой через Пекин. И появилась у меня идея. Когда я в каком-то аэропорту или в какой-то стране, в другом месте, где есть Starbucks, хочется купить кружки именно из этой страны с названиями, что-то вот такое особенное, как коллекцию собирать. Здесь вот китайская стена, маски, еда разная. Вообще очень так интересно. У меня корейская тоже такая есть. Позже покажу. Итак, я тут в интернете посмотрела по этой корейской пряже. И реально говорят, вот это вот белое, не вот это хорошее. Вот это. Вот это белое с вот такой надписью. То есть если на надписи здесь 100 подходит, если 100 нет, тогда она не валяется. Поэтому, когда я связала вот этот образец, вот темно-синий, если смотреть, видно, что прям свалялось, и узор, эти петли вообще нормально и не видно уже стало. Но белый, так же, как вот спицами узор, все еще видно. Значит, белый как раз не валяется, я его лучше отложу в сторону. Скорее всего, когда я тапочки довяжу, меня подведет, и именно белый цвет не уменьшится. Тогда выбираю сейчас другие сочетания цветов. И мне вот хочется, чтобы сверху вот что-то яркое было. Именно вот это, где щиколотка. Либо такой, либо вот зеленый, такой яркий, интересный. Сейчас сочетание покажу. Так, если на щиколотке тапочка заканчивается, сделать вот этим. Тогда с чем-то светлым можно. И для первого варианта тапочек выбрала вот такое вот сочетание. Сверху будет красный. Ну, в общем, все покажем. Не в этом дело. Сколько страниц? Господи. Аги, Нет. ты умом тронулась? Ты сама сказала мне много лет назад. Ты помнишь, творческий кризис — это крик подсознания, что тебя не туда занесло. У тебя есть. У меня есть идея. Найл Джарвис. Что, если я уговорю его дать мне интервью? Я же тебе говорила, он рядом со мной поселился. А еще предложил. Аги, Джарвисы недоступны. Они не дают интервью. Но он готов, Кэрол. Сама посуди. Обвинение не предъявлено, но он живет как изгой. Затаился. Я возьму его тепленьким. Слушай, что еще ему остается? Ведь это и предзаказы, и права на экранизацию. Ты же... В общем, пятку я связала. Но я старалась ее сделать больше в 2 раза, чем хотелось бы, например, на обычный размер связать. Вот только у меня получилось. Здесь хвостики вот так заправила. Потом в мастер-классе тоже покажу, как это сделать. Но в целом на следующем тапочке я хочу без таких хвостиков сделать. Попробую. Теперь мне нужно будет набрать петли и перейти уже на тыльную сторону стопы. Ну, сейчас буду дальше продолжать вязать. В общем, вот такая огромная пятка получается. Сейчас по ноге покажу это, на какое место. Это вот эта часть. Вот то, что вот здесь по пятке вот так идет. Я ее так связала, такой огромной, что даже вот тут можно так замкнуть. И вот такую высокую.
Вяжем огромные тапки. После того, как закончила вот эту пятку, набрала еще петли, и теперь вот продолжаю вязать вот эту переднюю часть. Должна получиться вот такая вот огромная тапочка. Я боялась, что вот такого белого цвета, наверное, на все тапочки мне не хватит, если вот так полоски делать. Вот в таких двух цветах. Поэтому здесь будет розовый. Сейчас начала с розового. Привет. Ты поедешь? Да, только догуляю с ним. До встречи. Отлично. Если сделать полоски четного количества рядов, я здесь вот делаю по 4 ряда, это 4, это тоже 4, тогда нитку можно не обрезать, и вот здесь просто скрещивать и новым цветом начинать. Потому нет у меня здесь вот этих рядов. Ну вот сначала я так начала, конечно, здесь первый раз обрезала, но больше не буду обрезать, здесь уже просто перекрещиваю, и ниточка сбоку остается. Вот так. Так очень удобно. Не будет потом у меня вот здесь еще больше хвостиков. Это мне не нравится, как я тут убавки сделала. Как-то слишком заостряется. Сейчас буду распускать. Спасибо. Доброе утро. Сейчас уже утро следующего дня. Я недавно проснулась. Еще лицо даже в порядок не успела привести. Вчера довязала первый тапочек, и уже поздно вечером не хотела снимать, поэтому я решила, что я буду больше снимать в дневное время, а по вечерам, если я буду вязать, то просто спокойно под сериалы что-то смотреть и спокойно довязывать. Ну или еще ужинать и с мужем вместе время проводить. Потому что с начала ведения блога я постоянно снимаю и постоянно монтирую. Тоже муж постоянно уже ругается. Что ты там ночами сидишь? Он ложится спать, а я что-то доделываю, потом только ложусь. И с самого начала ведения блога я уже думала, что я буду снимать очень активно, потому что я хотела превратить блог в работу. Поэтому я много снимаю, много монтирую, и мастер-классы тоже делаю, и какие-то интересные видео, рилсы такие короткие тоже все пробовала делать. Поэтому я, честно, даже не знаю, как люди успевают все делать. Если, например, есть дети, и еще вести блог, и еще какая-то основная работа, например, как можно столько дел разных успеть сделать вообще? Я реально восхищаюсь, но и с другой стороны мне очень жаль, что так много дел. Есть ли вообще время на отдых? И вот в последнее время то, чем я пользуюсь, у меня получается оба от Centellian. И вот эта эссенция тоже, и вот этот крем тоже. Но это я все купила сама. Это даже вот муж купил. Он целую коробку зачем-то купил. Какой-то подарок хотел мне сделать. И он подумал, что мне это подойдет. Ему рекомендовали. Кто-то из знакомых работает в этой компании. Поэтому сказали, хорошее, надо купить. И он целую коробку заказал. Я даже с подругами потом делилась. Ну, вот этот бренд, да, мне нравится. Еще у них что-то пэды. У меня пэды, по-моему, тоже были. В общем, этим я хорошо пользуюсь уже. Вот один тюбик заканчивается, следующий буду уже открывать. Кожа теперь вся блестит. И сейчас вот о чем это видео. О тапочках же. Думаю, вторая свяжется намного быстрее, потому что уже расчеты есть. А с первой вот, не знаю, как чуть-чуть как вслепую я шла,
потому что я без какого-то мастер-класса сама вот визуально то, что я вот видела на фото, мне казалось, что вот так надо сделать, я так и делаю. Поэтому продолжаю. Если я вот буду куда-то выходить, вдруг я... Посмотрим. Если что, я вас с собой возьму. Паш, а что такое чек-чирик-чек? Вообще песня о том, как парень приглашает девочку на вечеринку. А, Не хотела хвастаться, но, по-моему, получается вот такая красота. Ну, это же идеальная пятка. Надеюсь, после стирки все будет в порядке. А сейчас я вот иголкой здесь все прошиваю. Ну, на самом деле сильно, да, не заморачиваюсь, просто по краю вот так вот за кромочные петли друг к другу вот так пришиваю. И получается очень ровно, красиво. Уже все, хочу скорее закончить. Осталось вот чуть-чуть. И перехожу к обвязке вот здесь. Закончила этот шов. Сейчас попробую вывернуть, посмотрю, как там внутри выглядит. Вот так. Подошва огромная. Пока вязала, почти все ниточки заправила. В принципе, выглядит уже почти завершенно. Шов изнутри так выглядит. Вот так. Это изнанка. Кстати, изнанка тоже интересный узор. Можно даже такие связать. Вышла на улицу, как я и говорила, хотела посмотреть что-то из косметики или что-то для дома мне еще надо было. Но подумала сходить в Тайсо. В Тайсо тоже что-то интересное есть. И мне нужно было доску. Доску, на которой я могу свои дела писать. Как на неделю или на месяц посмотрю, что там есть, и маркером потом записывайте, чтобы на столе у меня такая штука стояла. Пойду посмотрю и по дороге еще кофе возьму. Скоро у меня урок корейского. У меня с девочками скоро встреча, и надо что-то интересное купить. Мы с ними договорились подарки друг другу подарить по цветам. Думаю, вот выбираю сейчас на зеленый, решила такие косметички. Для них двоих. И для желтого такие маски для губ. Пойду еще дальше выбирать. И этот влог точно выйдет чуть-чуть позже, чем наша встреча. Мы уже послезавтра встретимся. Думаю, они точно не увидят, что я уже купила, попозже увидят. На второй тапочке я сделала обвязку. Начала только делать обвязку по-другому. В этой я набрала вот здесь петли и потом уже вот так айкордом обвязала. Здесь я сразу этот айкорд делаю, то есть не набирая петли. Надеюсь, нормально получится. Протестирую. Получится, что у меня два разных варианта такой обвязки. Хотя они визуально-то похожи. Но попробую так сделать и постирать. Уже для мастер-класса потом разберусь, какой вариант лучше выглядит и проще вяжется. Ведь для мастер-класса важно, чтобы начинающие тоже смогли. Я думаю, это будет классный мастер-класс. Мои тапочки завершены. Осталась стирка. Та-дам! Какие они огромные получились. Просто если сравнивать
с моей рукой, то это практически вот до локтя. Будем ориентироваться на это, на свою руку. Интересно, какой размер потом получится после стирки. Мне осталось только вот уже постирать. И все. Пока немного поснимаю и закину в стирку. Буду потом монтировать это видео. Цветовое сочетание, мне кажется, классное получилось. Такой темно-синий. Здесь такие светло-розовые полоски. Здесь белый с синим. Здесь красный. Немного вот по-разному сделала, о чем я говорила. По-разному сделала вот эту обвязку. Это первый вариант я сделала. Здесь вот видно место начала ряда. Чуть-чуть по-другому выглядит. И вот это. Второй вариант. Здесь практически не видно места закрепления. И вяжется побыстрее. Интересно, насколько это сядет. Надеюсь, не совсем маленькие детские получится. Пойду стирать. Вот такие они огромные. Смешные очень. Надеюсь, нормально все сядет. Ну что, кидаю в стирку. С полотенцами. Я пока на обычной стирке на 40 градусов поставила. Так попробуем. Первую стирку лучше, чтобы не так страшно было. Сейчас посмотрим. Ой, какие они милашки стали. Сейчас надо померить, чтобы по ноге это село. Но они растягиваются, поэтому должно быть не так страшно. Я уже во многих видео видела. Блин, как красиво! Посмотрите, здесь вообще рядов даже не видно. Все так стало, как махровые полотенца. Так интересно. Уху. Ну, по моим ощущениям, это очень красиво. Сейчас буду мерить. Они пока сырые. Я на ноги мешочки, пакетики надела. Сейчас проверю. Ну, такие смешные. Потому что вот тут вот, мне кажется, еще широко. Вот сейчас пока это широко. Вот до пальца. И так вроде нормально. Здесь немножко места остается. А вот здесь пока широко. И... Ну, если вот так растянуть, кстати, хорошо растягивается. Может, еще раз постирать? На свой страх и риск запустить еще раз, чтобы еще раз села. Надеюсь, нормально получится. Очень страшно. Но, думаю, рисковать стоит. Будь что будет. Закидываю еще раз. Фу. На всякий случай не на 40, а на 30 в этот раз поставлю. Очень, они такие малютки стали. Не знаю, смогу ли я это растянуть, но сейчас буду очень-очень стараться. Просто такие малютки, милашки. Надо пробовать растягивать.